Здравствуйте! В целях приобщения подрастающего поколения к здоровому образу жизни и распространения информации о здоровом образе жизни в сегодняшней передаче пойдет речь о старении, о причинах старения и об отце-основателе геронтологии Илье Ильиче Мечникове. Какие причины послужили для того, чтобы я занялся этой темой? Первоначально не было у меня никаких мыслей на этот счет. Я всего лишь прочитал книги Ильи Ильича, которые вы можете увидеть здесь. Это книги «Этюды оптимизма» и «Этюды о природе человека». Книги довольно интересные, в них рассматривается не только причина старения, но и вопросы эволюции, где Мечников, например, доказывает убедительно происхождение человека от обезьяны. Рассматриваются вопросы некоторые философские, о том, как сделать жизнь человека счастливее. Рассматриваются вопросы дисгармоний в человеческой жизни, связанные с нашим биологическим происхождением. Рассматриваются вопросы организации в различных живых сообществах и у насекомых, и у животных. В общем, книги очень интересные, и их стоит прочесть как обычным людям, так и социологам, общественным деятелям. После прочтения мной этих книг я, как пользователь интернета, решил изучить вопрос о том, как же эта тема, как теория Мечникова, освещена в интернете. В первую очередь, конечно же, я зашел на самый известный видеохостинг YouTube с целью найти мнение известных геронтологов либо соответствующих организаций, компетентных по этому поводу. Каково же было мое удивление, что не только на русском языке, но и на английском по этому поводу я ничего не нашел. И здесь мне ничего другого не осталось, кроме как самому расследовать эту тему. Но прежде чем ее расследовать, я обратился за помощью к соответствующим компетентным организациям. Вот вы можете увидеть те организации, к которым я обращался, начиная с Министерства здравоохранения России и заканчивая Институтом Пастера в Париже. Каким-то я обращался на английском, каким-то на французском языке. И в итоге ответа достойного не последовало. То есть ни Министерство здравоохранения, ни остальные институты по этому поводу исчерпывающей информации мне не дали. То есть теория Мечникова по большому счету забыта. Почему забыта, я расскажу позже. Кратко расскажу по обращениям. В Министерстве здравоохранения мне сначала сказали, что ответят на мой запрос, но так и не ответили. Хотя до этого я делал им запрос по теме голодания, по теме разгрузочно-диетической терапии. И они мне ответили, что да, в 2005 году такая методика принята в министерстве, назвали мне номер приказа. И интересно, что даже такая спорная методика, как голодание, существует в медицине, и не только в российской. Даже есть приказ по этому поводу официальный. А вот по теме старения никаких приказов, документов не существует. То есть никакой доминирующей теории старения не существует. Про Российский геронтологический научно-клинический центр я скажу позже о переписке с ним. Обращался также в Северо-Западный медицинский институт имени Мечникова. Можно сказать, что в этом институте не только не знают даже, что у них есть кафедра геронтологии, но и меня перенаправили к музейному сотруднику, и музейный сотрудник, как выяснилось, книг Мечникова не читал. Я говорил с ним по телефону. В Национальный институт старения США обращался, они мне ответили, правда, не в той степени, в которой я хотел бы. Про Мечникова тоже там ничего не известно в должной степени. Кое-что по этому институту я скажу позже. В институте Пастера меня перенаправили в медиатеку, можно сказать, в музей института, где ответа тоже не последовало.
очень странно. Почему? К ним я хотя обращался на французском, все было понятно, но по какой-то причине Мечников даже в этом институте забыт. И здесь следует сказать о роли потребителя научной литературы. Я, как человек, не имеющий профильного биологического образования и не получивший ответа от соответствующих компетентных организаций и лиц, занимающихся геронтологией, сам для себя вынужден искать правду. Может это показаться странным, почему Мечников забыт, почему не существует доминирующей теории старения. Мне это тоже поначалу казалось очень удивительным, но так оно обстоит на самом деле. Кратко следует рассказать про Мечникова. Кто же был такой Мечников? Многие слышали эту фамилию в лучшем случае, не знают абсолютно, кто это такой, что это был за ученый. В формате геронтологии стоит сказать, что Илья Ильич Мечников был отцом-основателем геронтологии. И хотя до Мечникова предпринимались попытки объяснить причину старения человека, но Мечников возвел эту тему в формат науки. Естественно, Мечников был не только геронтологом, он был одним из основателей эволюционной эмбриологии, был цитологом, основателем теории фагоцителлы, основателем теории фагоцитоза и фагоцитарной теории иммунитета, основателем сравнительной патологии воспаления. Ну и в 1908 году за открытие фагоцитоза получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Благодаря этому у России сейчас есть не один Нобелевский лауреат по физиологии Иван Петрович Павлов, а два, вместе с Ильей Ильичем. Можно сказать, что многие люди недооценивают значение науки и значение научного героизма. Особенно в те времена, когда жил сам Илья Ильич, в XIX веке многие биологи прививали себе опасные инфекционные болезни, Илья Ильич тоже не исключение. Тем самым ученые в своем роде не меньшие герои, чем солдаты на поле боя. Непосредственно стоит перейти к теории старения, которую разработал Илья Ильич и которая на сегодняшний день является доминирующей и никем не опровергнутой. Каково же отношение к старым людям в разных странах, цивилизованных, нецивилизованных? Ну, кратко стоит сказать, что еще около 100 лет назад на территории Полинезии старух, например, просто убивали. Где-то, как на огненной земле во времена наступления голода, их съедали раньше, чем съедали собак, потому что считалось, что собаки несут какую-то пользу, ловя моржей, а вот старухи никакой пользы не несут. Но это в нецивилизованных странах было. В цивилизованных, конечно же, таких жутких явлений не было, но надо учесть, что пенсионное обеспечение появилось в Европе относительно недавно, немногим более 100 лет назад. И поначалу выдавалось людям, достигшим где-то 65, где-то 70 лет, где-то еще не выдавалось, многие старики даже сводили счеты с жизнью, не в состоянии себя обеспечить. И, конечно, вопрос даже в современном мире где-то еще сохраняется бедное состояние старых людей, поэтому теория Мечниковой очень актуальна, она позволит людям знать, как максимально дольше сохранить свое здоровье и работоспособность. Каковы же основные признаки старости? В общем-то, все люди их знают, кратко лишь можно об этом сказать, что старые люди имеют сгорбленный вид, сморщенную кожу на лице, седые волосы, частично атрофированные мышцы. Кожа иногда, особенно старых людей, бывает полупрозрачной, через которую видны
кости и суставы, умственные способности снижены, память снижена. Теперь стоит рассмотреть о гипотезах о причинах старости, которые описывал сам Илья Ильич, а какие-то современные теории я рассмотрю позже. Ну, во-первых, следует отметить одного из известных биологов Августа Вейсмана, который в свое время предположил, что старость человека зависит от способности размножения клеток, о том, что, по его мнению, клетки в старости утрачивают способность к размножению, в результате чего наступает старение человека. Но, конечно же, это нельзя объяснить. Старость человека нельзя объяснить отсутствием способности клеток к размножению на определенном возрасте, потому что хорошо известно, что даже у старых людей растут и волосы, и ногти, а волосы и ногти – это всего лишь отростки эпидермиса кожи. Причем рост этот вовсе не уменьшается по степени к старости. И у старых людей волосы растут хорошо, и у молодых. Бывают иногда случаи, когда у старых людей волосы растут чуть медленнее, чем у молодых, но эта разница вовсе не прямо пропорциональна разнице в возрасте между молодыми и старыми людьми. В большинстве случаев у старых людей волосы и ногти растут так же хорошо, как и у молодых. Надо сказать, что была также теория, высказанная биологом Майнотом, о том, что клетки при достижении человеком определенного возраста увеличиваются в размерах, при этом ядро уменьшается. Но эта теория также и не подтвердилась, поскольку на примере мускульных волокон хорошо известно, что количество ядер в клетках увеличивается, и ядра увеличиваются. Каков же внутренний механизм старения тканей? Во-первых, следует рассказать об открытии Мечникова, о фагоцитозе, о том, что такое микро- и макрофаги. Микрофаги – это клетки, принадлежащие в основном к определенной группе белых клеток крови, которые участвуют в борьбе с различными микробами, а макрофаги – это клетки, которые, скажем так, клетки в организме, которые являются либо блуждающими, либо находящимися во внутренних органах, которые занимаются, к примеру, удалением повреждений. Когда у человека появляется какое-то повреждение на коже или внутреннем органе, то макрофаги занимаются именно удалением этого повреждения. Дальше посмотрим, какие же на примере конкретных тканей в органах человека, как же происходит процесс старения. Видна мозговая клетка столетней старухи, поедаемая макрофагами. Здесь видно, как нервную клетку окружили макрофаги и постепенно поедают ее содержимое. Вот еще две нервные клетки коркового слоя мозга старой 15-летней собаки. Невронофаги, окружающие нервные элементы, заключают многочисленные зерна. Илья Ильич, я не сказал о том, что он вынужден был уехать из России по причине давления общественности против его научной деятельности. Переехал в Париж, в институт Пастера, к своему другу Луи Пастеру, где тот его с удовольствием принял. И в этом институте он проводил свои исследования. Там же в институте в 1908 году, благодаря этому институту, он получил Нобелевскую премию. И в институте проводились эксперименты на собаках, зараженных бешенством, когда было доказано, что нервные клетки поедаются
поедаются макрофагами. Кроме того, Мечников и его коллеги исследовали множество образцов клеток нервных, как животных, так и людей, где было видно, что макрофаги поедают и здоровые клетки в том числе. Ну, естественно, против этой теории в свое время восстали некоторые ученые того времени. Ну, например, Мечников упоминал такого ученого Маринеско, который в свое время отрицал способность макрофагов к поеданию нейронов, но впоследствии сам согласился с его точкой зрения. Кто-то отрицал способность макрофагов к поеданию на основе того, что у них нет амебиоидных отростков. Кто-то говорил, что макрофаги не способны поедать нервные клетки, что они должны полностью захватить нервные клетки, хотя потом впоследствии было доказано, что макрофаги способны разрушать клетки также и частично, то есть проникая, то есть постепенно поедая содержимое клетки. Другие исследователи отрицали способность макрофагов к поеданию ими клеток, говоря, что вовсе это не связано с макрофагами, что нервные клетки всего лишь теряют способность к нормальному функционированию вследствие наличия у них пигментных зерен. Вот здесь, кстати, можно увидеть пигментные зерна. Но как впоследствии установил Мечников, что пигментные зерна, они практически не играют роли на деятельность нервных клеток. Например, у старых попугаев, у белых мышей, белых крыс вообще нету пигментных зерен в клетках, но при этом нервные клетки и мозг также стареет. Есть и другие клетки организма, как, например, клетки радужной оболочки глаза. У некоторых представителей других рас, допустим, у темнокожих, в клетках много пигментных зерен, но при этом это не мешает функционированию клеток. Но это вкратце. Вообще, кому интересно более детально, особенно подробное объяснение всех этих процессов, советую прочитать книги Мечникова. А в передаче будет сейчас максимально кратко изложено обо всем. Старение мозга вне зависимости от способности размножения клеток. Следующий интересный, вот, кстати, можно видеть макрофагов на разрезе почечного канальца, когда макрофаги окружили его. Так, дальше, вот интересный пример седеющего волоса. Хромофаги, переносящие пигментные зерна. Почему волосы седеют? Волос, состоящий из двух слоев, в центре имеет клетки, которые при определенных условиях, о которых будет сказано позже, приходят в движение и выносят пигмент волос наружу, либо оседая, оставляя его в клетках кожи, в результате чего появляются, скорее всего, пигментные старческие пятна, либо вон из организма. Вот поседение волос, когда клетки продолжают размножаться, но волос при этом стареет, тоже одно из подтверждений того, что старение не связано с отсутствием способности клеток к размножению. Вот дальше посмотрим на дегенерацию поперечно-полосатых мускульных волокон ушной мышцы 87-летнего старика. Тут написано по препарату Вейнберга, это был коллега Мечникова по институту Луи Пастера. Что здесь видно? Здесь видно увеличение количества клеточных ядер, что происходит с мышцами у старых людей при достижении определенного возраста. Поперечно-полосатое вещество мускульных волокон постепенно атрофируется, мышцы
преобразуется в некое бесформенное вещество, в результате чего старые люди утрачивают способность к нормальному передвижению. Как это происходит? Это происходит за счет того, что в мышцах присутствует саркоплазма и миоплазма. Миоплазма, условно, ее можно подразделить к благородной части тканей мышц, саркоплазм как вспомогательная часть, и в молодом возрасте между этими двумя частями мышечной ткани существует равновесие, но при атрофии мышечной старческой саркоплазма увеличивается в объеме и замещает собой миоплазму. Пример с мышцами – это тоже очень хороший пример своего рода фагоцитарного замещения отдельными элементами внутри ткани. То есть может это быть либо связано с такими явлениями, как фагоцитоз, связанный с кровью, например, известные клетки белых кровяных телец, циркулируя по организму, оседают в печени и почках, в некоторых других органах, и тем самым способствуя фагоцитозу. Либо, как на примере мускульных волокон, это явление происходит из-за стационарных клеток внутри определенных тканей. Здесь видно разрушение костного вещества остеокластами в грудной кости 81-летнего старика. Остеокласты – это клетки, разрушающие кости. Точный механизм неизвестен, но, скорее всего, под влиянием кислот кости растворяются, и известь, которая остается после этого процесса, вызывая атерому сосудов, приводит к артериосклерозу. Это предположение, но при этом весьма обоснованное. То есть такой процесс, как разрушение костного вещества, способен приводить, возможно, к обезвеслению сосудов. Но артериосклероз связан не только с возможной атеромой от обезвестления сосудов, но и с воздействием определенных ядов, их, можно сказать, довольно много, на сосуды. Хорошо известен пример сифилиса, когда микробы сифилиса влияют на стенки сосудов, тем самым вызывая их разрушение, но не только при сифилисе можно наблюдать. То есть сифилис – это отдельный частный случай. Мы можем посмотреть на опыты, которые проводили некоторые ученые, впрыскивая кроликам, например, такой яд, как адреналин, и адреналин приводил к артериосклерозу у кроликов. Кроме этого, ученики Мечникова в институте Пастера проводили опыты на морских свинках, на кроликах, на обезьянах, впрыскивая им небольшие количества паракризола, индола или, кстати, никотина. И в тех и других случаях наблюдалась дегенерация стенки аорты, что тоже очень интересно. Есть некоторые ткани, которые не поддаются не поддаются фагоцитозу так же сильно, как поддаются другие ткани. Вот ткань семенной железы 22-летней собаки. Или вот костный мозг грудной кости старика 81 года. Либо костный мозг, либо селезенка. Это либо железы, лимфатические железы в меньшей степени подвержены старческому перерождению, чем остальные ткани. То есть в основном это те
тканей, которые, собственно, и производят макрофагов. Подводя итог о причинах старости, можно сказать, что в результате хронического отравления организма различными ядами, в первую очередь это касается ядов многих кишечных бактерий, о которых пойдет речь позже, таких как паракризол, индол, скатол, путресцин, масляная кислота очень большое значение имеет. Фенол постепенно хронически мешают деятельности благородных элементов, благородных тканей организма, а в свою очередь клетки соединительной ткани менее подвержены этим ядам, и иногда даже вот эти яды возбуждают более простые ткани организма, в результате чего между благородной тканью и соединительной тканью происходит своего рода борьба, и соединительная ткань замещает собой именно благородную ткань. В качестве простого примера можно привести мясо старых животных. Кто ел старое мясо, можно сказать, что оно достаточно жесткое. Как раз таки это связано вот с такого рода соединительно-тканным перерождением.